Привет, привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Сегодняшняя наша тема – автомобиль на воде. Самые интересные вопросы и ответы для вас у меня в конце видео, так что смотрим до конца. Недавно Toyota заявила, что работает на конструкции водяного двигателя, и скоро свет увидит автомобиль, который полностью будет ходить с использованием обыкновенной воды и никакого бензина или электричества. Звучит фантастично. Закончился вода, горючая, ничего волноваться. Взял воды из колодца или с речушки, залил в бак и катайся сколько хочешь. Да, сегодня ученые умеют нас удивлять новейшими технологиями и изобретениями, но тут еще есть слишком деликатные вопросы. Допустят ли такое нефтяные магнаты и корпорации? Думаю, это трудно поверить. Как вы думаете? Даже государству невыгодна такая технология, потому что бюджет будет не дополняться огромными средствами, которую платят корпорации без экономики и мы сами. Ведь никому не секрет, что заливая каждую литру бензина или солярку в бак, на каждую литру мы платим слишком приличную дань государству. И этот дан часто в многих государствах доходит до 30%. Например, мы залили в бак 1 литр бензин стоимостью $1. Из этого около 30 центов идет в бюджет страны. И так бюджет страны пополняется. Тут платим не только мы, но и корпорации, которые добывают, импортируют или экспортируют нефтяные продукты. Платят бензоколонки. Получают зарплаты миллионы сотрудников, которые работают в этих корпорациях, и еще примерно 20% от их зарплаты государство получает дань в бюджет. А мы удивляемся, почему горючее так много стоит. Вы понимаете, какие средства будет недополучать государство и магнаты? Вы понимаете, сколько семей станут без заработка, если, например, сегодня придет какой-то Вася и заявит, что завтра он начинает выпускать двигатели на воде, и теперь нефть никому не нужна. Делаем паузу на видео и пишем в комментариях, что вы об этом думаете. Может, я тут преувеличиваю, и ничего страшного от этого не случится. Автомобиль на воде – гипотетический автомобиль, получающий энергию для движения из одной только воды. Водяные автомобили стали предметом множества международных патентов, статей в газетах и научно-популярных журналах, местных теленовостей и интернет-публикаций. Вот так пишет Википедия. Действительно, автомобиль на воде сегодня еще кажется из сферы фантастики. И если кто верит, что двигатели на воде все-таки можно изобрести, то сомневаются, что такие машины увидят свет. И особенно будут против развития таких технологий нефтяные магнаты и всякие мировые тайные организации. Вспомните, что случилось через некоторое время с Карлом Дизелем, когда он изобрел дизельный двигатель. Через какое-то время он исчез без следа, как изобрел двигатель на дизеле. Говорят, что изобретение дизельного двигателя тогда не устраивал угольных магнатов, а дальше судите сами. Таких примеров много, и не буду тут перечислять, так как на этом потребуется много времени. Вот из-за таких причин многие со мной согласятся, что двигатели на воде это нереально и нереализуемо. Но многие, напротив, будут утверждать обратное. Как вы думаете? Вспомним, например, что было 10-15 лет назад.
Ведь я и многие тогда думали, что электрические машины это нереализуемо и такого не должно произойти. Но посмотрим, что сегодня творится в наших улицах. Электрическим автомобилем сегодня никого не удивишь. Постепенно их становится все больше и больше. В Европарламенте постановили с 2035 года не выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. И к этому постановлению присоединился Норвегия, самый крупный добытчик нефтяных продуктов в Европе. От этого Норвегия, конечно, будет терять много средств, но до них дошло, что лучше экологическая чистота, чем деньги. Да, сегодня Норвегия от нефтедобычи получает крупные суммы, но лучше отказаться от таких средств и лучше будет, если мы нашему будущему поколению оставим чистый воздух. Еще раз повторю, в Европарламенте постановили с 2035 года не выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Это значит, что зеленый свет дано электрическим автомобилям, которые более экологичны. Отсюда следует, что никто не будет против, если, например, сегодня тот же Вася скажет, что он изобрел более чистый двигатель, чем электрический. Почему более чистые, чем электрические? Да потому что производство литиевых аккумуляторов – это более дорогая технология. Связано все это с химией. Все, что связано с химией, это уже считается неэкологичным. И самая главная проблема будет в будущем. Когда возникнет необходимость утилизировать старые аккумуляторы. Вот какие финансовые и экологичные затраты требуются при добыче лития для производства литиевых аккумуляторов. Значит, мы превращаем территории стран, где добывают сырье для литиевых аккумуляторов, в пустыню и экологически невыгодным для дальнейшего проживания. Потом из этого сырья где-то делают аккумуляторы. Там тоже загрязняется природа. Потом машины с этими аккумуляторами мы привозим в нашу страну, и проблема для нас становится еще хуже. Утилизация после эксплуатации старых аккумуляторов. Практически мы превращаем нашу страну в опасную мусорной свалкой. И тут спасателем и нашим ангелом-хранителем появляется компания Toyota. Он заявляет, что работают и в ближайшем будущем собирается выпустить более экологичные машины с двигателем, который будет работать на воде. Никаких экологических загрязнений и трудностей в будущем. Да, Toyota это крупная компания, и у них достаточно финансовых средств и интеллектуальных ресурсов. Раз Toyota задумал такое, и другие компании думают и уже работают об этом. Но подождите, почему Toyota первый? Как мы уже знаем, при разделении воды на водород и кислород, в таком несложном процессе, как электролиз, водород может воспламеняться, а следовательно выделять энергию. Такой метод извлечения энергии был применен еще в 1990-х годах Нилом Брауном. Соответственно, полученный газ был назван газ Брауна. При работе в этом направлении несколько патентов получил Стэнли Мейер. Он доказал, что стабильный электролиз воды возможен при использовании 12 вольт автомобильного питания. Он продемонстрировал это на своем автомобиле. Однако по странным стечениям обстоятельств эти изобретатели погибли. Но впоследствии с появлением интернета эти технологии все равно стали использоваться по всему миру мастерами-самоучками.
На данный момент нет особой сложности найти видео с автомобилями, где используется вода в качестве топлива. Правда, все эти двигатели сделаны гаражными мастерами, но факт остается фактом. В 2008 году японская компания Genifax представила водяной автомобиль. Достаточно всего 1 литр воды на 80 километров. В заднем отсеке автомобиля установлен генератор, который расчленяет молекулы воды на кислорода и водорода. Потом этот водород используется в качестве источника энергии. Для водителя не имеет значения, у него бутылка газированной дождевой воды или просто чай. Залил в бак 1 литр воды и катайся 80 километров. Патенты на это изобретение лежат во многих патентных организациях, но на них пока никто не обращает внимания. Даже эта японская компания исчез. Наверное, тогда им заплатили много денег или просто заставили заткнуться. Но сейчас не тот время. Многие подумают, что двигатели на воде – это те же двигатели, что и на водороде. Ведь и там используется водород. Оказывается, это не совсем так. В автомобилях на воде процесс производства энергии происходит непосредственно в движке, в то время как машины на водороде заправляются чистым водородом на заправках. Водородный движок своим появлением уходит корнями в далекий 1806 год, когда во Франции одним ученым был сделан первый двигатель такого образца. Но мы уже говорим о движках, где в бак заливается просто вода, и потом система делает все сама. Многие ученые пытаются доказать, что автомобиль, работающий на воде, создать невозможно, так как небольшое количество энергии невозможно превратить в энергию, достаточную для приведения автомобиля в действие. Однако, как показывает практика, эти утверждения неверны. Вода подобна аккумулятору, содержащему огромный энергетический потенциал, а именно водород и кислород. Таким образом, количество энергии, содержащейся в воде, вполне достаточно. Но вопрос заключается в том, как расщепить молекулы воды. Специалисты все-таки пришли к выводу, что священный Грааль будет найден, когда мы наконец найдем истинную формулу ванной воды. Если это совершится, то очень малое количество энергии расщепит молекулу воды на сильно взрывающее вещество, и реакция будет происходить достаточно бурно, чтобы позволить автомобилю работать на обычной воде. Мы не теряем надежду решить эту проблему. Следующий вопрос, который волнует не только ученых, но и, конечно, нас. Насколько обосновано использование воды как топлива? Не может ли случиться, что в результате мы исчерпаем все наши водяные запасы и разрушим драгоценный баланс экосистемы Земли? Если бы мы продолжали использовать воду как топливо слишком долго, конечно, это стало бы потенциально опасно. Но есть огромные плюсы. Но пока не будет ослаблена мертвая хватка нефтяных компаний, это более высокие технологии никогда не выступят наружу, и использование бензина будет продолжаться. С этим единогласно соглашаются все. Но когда мы начнем использовать технологию двигателей, работающих на воде, это откроет путь к еще более простым и интересным технологиям, чистым и безвредным. Так что через 100 или 150 лет водяные двигатели останутся в прошлом, как и паровые двигатели.
Ученые придумают еще более безвредные технологии. Планетарные запасы воды вовсе не статичны, как считают большинство из нас. Количество воды на Земле с каждым днем растет. Как это растет? А вот так. Последние несколько лет было обнаружено, что ежедневно из космоса на Землю поступает большое количество воды в виде водных астероидов. Эти огромные многотонные водяные астероиды врываются в верхний слой атмосферы, немедленно испаряются и потом постепенно оседают на Землю. Но пока остается загадкой, почему эти водяные астероиды прилетают только на Землю и не посещают другие планеты, например, Марс. Другой вопрос, на который никто не знает ответа. Происходит ли это только сейчас или происходило все время в истории Земли? Наконец, из-за таяния полярных льдов повышается уровень Мирового океана. В результате на Земле уже накапливается слишком много воды. Уже ученые считают, что если сейчас каким-то образом мы будем использовать небольшое количество воды, например, для автомобильного топлива, это действительно поможет решить проблему избытка воды, которая нам ждет из-за таяния ледовитых океанов. Использование водного топлива поможет улучшить еще одну экологическую ситуацию. Речь идет об уменьшении запаса кислорода на Земле. Единственное, что будет выбрасываться из выхлопных труб автомобилей, работающих на воде, это кислород и водяной пар. Этот пар, который быстро конденсируется обратно в воду. Перевод автомобилей на водное топливо может восполнить количество кислорода в атмосфере. Так что использование в будущем водяных двигателей решит проблему не только вредных выбросов в атмосферу, но и мы получим дополнительный кислород, который постепенно уменьшается на нашей планете. Но, несмотря на это, есть еще вопросы, которые решить будет не так просто. Например, есть страны, где нефть больше, чем вода. Такие страны не будут торопиться перейти на водяные двигатели. Но представьте такую ситуацию. Приходим мы на таможню Евросоюза, на бензиновом двигателе, и таможенник нам говорит: «Пардон, Геннадий, но у вас автомобиль на бензиновом двигателе, и я не могу впустить вас на территорию моей страны. Оставь машину вот там на стоянке, где стоянка за день стоит 1000 евро, и ходи пешком сколько хочешь». Да, такие и далее непредвиденные ситуации будет больше. Но, как ситуация показывает, будущее все-таки в водяных двигателях. Сейчас это кажется более или менее невероятным. Так же, как и 10-15 лет назад мы не верили в появление электрических автомобилей. Время покажет, что будет в будущем. Об этом теме можно разговаривать бесконечно. Но тут я оборву мой рассказ и с просьбой: пишите вопросы и ваши ответы в комментариях. Примите участие в обсуждении этой темы. И всем интересно, например, как вы видите наше будущее. Подписываемся на канал и через 10-15 лет встречаемся тут же. Еще раз посмотрим видео и подведем итоги, как мы продвинулись вперед за это время.